Герой этой истории – молодой мужчина Крис. Со своими друзьями парень поехал на Аляску. Компания надеялась попытать удачу в поисках золота. Несколько недель тяжелой работы не принесло никаких результатов, но подкосило здоровье нескольких членов экспедиции. Крис, который чувствовал себя хорошо, решил продолжать поиски. Отправляясь к прииску, он пошел по тропинке, которой не пользовался раньше. Через несколько километров пути Крис заметил в лесу собаку. Рассмотрев животное внимательно, парень понял, что ошибся и перед ним не пес, а волк. Животное попало в капкан и не могло пошевелиться. Несмотря на свою беспомощность, волк не подпускал мужчину близко, рыча и щелкая зубами. Крис понял, что у волчицы недавно появились малыши, он понимал, что они где-то рядом и очень напуганы, поэтому не смог просто уйти. Снять капкан парень не мог, волчица не давала ему подойти близко. Поэтому он решил найти ее малышей и принести их поближе к маме. Рис нашел следы волчицы и пошел по ним, скоро он оказался у норы, где прятались волчата. Положив малышей в рюкзак, парень отправился назад. Подходя поближе, Крис услышал волчий вой. Волчица учуяла запах своих детей и пыталась позвать их к себе. Малыши также услышали маму, они начали скулить и пытались выбраться из рюкзака. Как только парень поставил волчат на землю, они тут же бросились к маме, а она принялась их кормить. К себе животное Криса не подпускало, а просто издали бросил ей еду, которая была у него с собой, и ушел. Несколько дней Крис каждое утро брал с собой мясо для волчицы и ходил ее кормить. Через пару дней волчата радостно бежали навстречу человеку, но их мама была непреклонна и все так же не доверяла мужчине. Лишь неделю спустя животное подпустило парня к себе, и он смог освободить ее лапы из капкана. Едва оказавшись на свободе, мама сразу собрала малышей и убежала в лес. Крис и его друзья так и не нашли золото, поэтому вскоре уехали домой. Через 5 лет Крис снова оказался на Аляске. Работал мужчина на судне, на берег он сошел лишь для того, чтобы доставить документы в деревню поблизости. Крис почти достиг точки назначения, кода его снегоход перестал работать, поэтому он продолжил путь пешком. Крис почти добрался до поселка, когда из леса вышли волки и окружили его. Мужчина понимал, что шансов на спасение у него нет, поэтому готовился к худшему. Самое старое животное в стае пристально посмотрело на мужчину, он сразу понял, что это та же волчица, которой он помог несколько лет назад. Волчица тоже узнала своего спасителя, поэтому не стала на него нападать, а просто ушла в лес. За старейшим животным последовала и остальная стая. Волчица не забыла того, кто помог ей в трудную минуту, и отблагодарила его.